Привет, это Анатолий Капарцфаль с подкастом «Вокруг Средиземья». Встречайте 18-й выпуск. Мы продолжаем читать «Хоббита». Сегодня у нас 15 глава, которая называется «Собирается гроза». В этом эпизоде мы узнаем, чем отличаются вороны от воронов, научимся искусству переговоров и увидим, какое воздействие оказывает драконье золото на сердца гномов. Итак, наш рассказ снова возвращается к гномам, которые до сих пор гадают, что означают стаи хищных птиц в небе, когда они замечают старого знакомого дрозда, которому удалось спастись во время атаки дракона, и который теперь что-то щебечет, как будто надеясь сообщить какую-то важную весть. Гномы ожидают, что Бильбо может понимать язык птиц, а тот в ответ дипломатично отвечает, что не все разобрал, мол, слишком быстро он стрекочет. Балин вслух выражает желание, что хорошо бы это был ворон, так как с их племенем гномы всегда водили дружбу. Как указывает Джон Рейтлиф, Толкин здесь соединяет мифологические элементы с реальными фактами. Вороны не только ассоциируются с битвами, но и считаются умными птицами, могущими даже повторять некоторые слова и выражения. Кроме того, они живут довольно долго. Для птиц. Конечно, не 1,5 века, как преувеличивает Толкин для целей повествования, но есть свидетельство, что один ворон из лондонского Тауэра дожил до 44 лет, а другой вроде бы даже до 80. В скандинавской мифологии у бога Одина тоже есть 2 ворона, которых зовут Хугин и Мунин, мысль и память. Они летают по всему миру и сообщают ему обо всех новостях, потому что Один наделил их речью. Кстати, интересно, что Толкин какое-то время размышлял о введении библейских аллюзий к теме воронов. В черновых набросках к сюжету, например, вороны приносят осажденным гномам мясо и хлеб, прямо как пророку Илии в Ветхом Завете, пока их не прогоняют эльфийские лучники. Тем не менее, в окончательном варианте ворон приносит Торину только новости о смерти Смауга и о движущихся армиях эльфов и людей, которые собираются предъявить права на сокровища. Но помимо предупреждения, он дает Торину также и здравый совет — не доверять бургомистру, а иметь дело с угрюмым, но честным бардом. Его цель — установление мира. Надеюсь, после стольких лет запустения и вражды в окрестностях горы вновь установится мир между гномами, людьми и эльфами. Правда, добавляет он, для этого гномам придется поступиться сокровищами. Тут он наступает на больную мозоль Торина. Мало того, что главное сокровище Аркинстоун все еще не найден, ему потребуется отдать то, что он считает по праву своим. Он впадает в ярость и обещает не отдавать золото ворам и разбойникам. Ворон не принуждает его принять конкретное решение, он оставляет выбор его свободной воле. Не стану судить, верно ты поступаешь или нет. Хотя, по правде, не уверен, свободна ли воля Торина в этот момент или находится в плену. Автор напоминает нам немного позже. Бильбо явно недооценил власти золота, на котором дракон пролежал много веков. А недооценивать ее не следует никогда, особенно если речь идет о гномах. Последние несколько дней Торин почти не вылезал из сокровищницы, и страсть к золоту овладела им целиком. И хотя Торин искал главным образом Аркинстон, он не мог не заприметить попутно и многих других дивных украшений, с которыми была тесно связана память о трудах и печалях его древнего народа. Мотив проклятого золота — весьма древний мифологический мотив. Всякий, кто заберет у дракона его сокровище целиком, попадает под действие этого проклятия, и сокровище приносит новому владельцу только беды. И вот теперь все действия, которые Торин предпринимает, продиктованы его притяжением к золоту. Он уже считает, что находится под угрозой нападения, даже не попытавшись поговорить с другой стороной и попытаться понять их позицию. Хотя, надо признать, другие стороны тоже не всегда ведут себя идеально. Мы уже видели на примере прошлой встречи гномов и эльфов, что обе стороны частично ответственны за напряженные отношения между собой. Так и сейчас. Король эльфов отправляется в путь, как только слышит о конце Смауга, и главным мотивом для него является сокровище Трора. Да, узнав о бедственном положении людей, он сжалился, ведь он был владыкой благородного и, в общем-то, доброго народа, как отмечает автор. Тем не менее, к горе подходит вооруженное войско, а после того, как Торин называет себя,
и спрашивает о цели визита, войско перегруппировывается, заняв более выгодную позицию для осады горы. А в это время из лагеря эльфов доносится веселая музыка. Мы видим, как Бильбо и некоторых молодых гномов манит эта миролюбивая атмосфера. Торина эта тенденция настораживает, и он мрачнеет. Тогда, как ответ на притягательную силу эльфийского искусства, гномы начинают петь свою песню, на мотив той самой, что мы слышали в первой главе. Но только если тогда та песня завораживала и манила в неизведанные края или на потерянную родину, эта песня звучит гораздо более воинственно, как призыв к войне и попытка обосновать свои права на сокровища. Лично я, напевая эту песню с новыми словами, практически не чувствовал того обаяния, которое она имела для меня в начале. Очарование древности и скорбь по утраченной родине сменились пропагандой, и красота искусства исчезла. Врага любого ждет конец. Враг вовек ворот не отворит. В опасности родной очаг. Чтоб алчный был отброшен враг. Везде враги, и только мы белые и пушистые. Сюда вплетается и мотив обиды на весь мир. Например, в конце второй строфы в оригинале песни читаем: «Гномы не будут больше несправедливо страдать». Самое интересное, что к числу потенциальных врагов причислены и те, кто убил дракона. Определение друзей и союзников сужается до минимума, почти как у Клайва Льюиса в последних хрониках Нарнии «Гномы для гномов». Когда на следующий день начинаются переговоры, Барт предъявляет Торину 3 причины, по которым Торин должен пожертвовать часть золота. Первое — это то, что именно Барт убил дракона, поэтому он имеет право на некоторое вознаграждение. Во-вторых, он указывает, что сокровище, собранное Смаугом, принадлежало не только гномам, но и Гириону, властителю Дейла, его предку. И, наконец, он апеллирует к милосердию и состраданию к бедам и несчастью озерного народа. В ответ Торин уходит в казуистику, утверждая, что поскольку драгоценности не принадлежали дракону, ими нельзя расплачиваться за урон, нанесенный им другим людям. А потом добавляет: «За все товары и услуги, предоставленные нам озерными людьми, мы честно и сполна рассчитаемся в надлежащее время. Но под угрозой силы мы не отдадим ничего, даже самой жалкой безделушки». Помню, как в детстве мне надо было извиниться перед мамой, и бабушка стала меня подталкивать: «Иди, извинись». А я ей в ответ: «Если будешь подсказывать, вообще ничего не скажу». Такое же инфантильное поведение мы видим у Торина. «Помогу, когда сам посчитаю нужным, а поддаваться на силу и угрозы не буду, ведь это же значит проявлять слабость». После того, как переговоры были сорваны и гора объявлена осажденной, Торин так помрачнел, что никто из гномов не посмел бы перечить ему, даже если бы и захотел. Но, как замечает автор, беда была в том, что большинство гномов было целиком и полностью согласно с Торином. В общем, дракон умер, но дух его продолжает жить. В недоверии, в разделениях, в зацикленности на себе и своих обидах, в воинственном духе. Как говорит Бильбо, до конца не сознавая глубины своих слов, здесь все провоняло этим проклятым драконом. На этом мы снова поставим наше невеселое повествование на паузу. С вами на прямой связи из одинокой горы был Анатолий А.К. Парцефаль. В следующем эпизоде мы увидим, как Бильбо все больше боится Торина, как, несмотря на это, разрабатывает безумно опасный план, и о том, как его подбадривает персонаж, о котором почти все забыли. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете, как обычно, прислать на адрес email info@tolkien.blog, а также в комментариях на YouTube, Spotify и в других социальных сетях. Я буду рад получить их. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Это займет всего лишь пару секунд, но будет важно для того, чтобы больше людей узнали об этом подкасте. Ваня Сулея. Попутного ветра.